Привет, мой друг. Этот канал поможет тебе изучить русский язык через истории. Слушай, читай, повторяй. Если нужно, используй субтитры. Сегодня я расскажу тебе одну интересную историю. Это история о вещи, которую ты хорошо знаешь. Это велосипед. Знаешь, сколько велосипедов сейчас в мире? Больше 1 миллиарда. Это больше, чем автомобилей. Каждый день миллионы людей едут на велосипеде на работу, в школу, в магазин. Кто-то едет для удовольствия, кто-то для спорта. Но откуда появился велосипед? Кто его придумал? И каким он будет в будущем? Давай разберемся вместе. Начнем с самого начала. Люди всегда хотели двигаться быстро и без усилий. В древние времена для этого использовали лошадей. Лошадь хорошее животное, но за ней нужно ухаживать, кормить каждый день, лечить, давать отдыхать. Это дорого и сложно. Не каждый человек мог позволить себе лошадь. А передвигаться нужно было всем, поэтому люди мечтали, а можно ли сделать машину, которая едет сама, без лошади? В средние века художники и ученые рисовали разные машины на колесах. Например, в бумагах великого Леонардо да Винчи нашли один рисунок, и он очень похож на велосипед. Правда ли, что да Винчи придумал велосипед? Ученые до сих пор спорят об этом. Одни говорят «да, это его рисунок», другие говорят «нет, это подделка». Точного ответа нет, но мечта о такой машине точно существовала давно. Настоящая история велосипеда началась в 1817 году. Немецкий барон Карл фон Дресс сделал странную деревянную машину. 2 колеса, сиденье и все. Педалей не было. Человек садился и просто отталкивался ногами от земли. Смешно, правда? Это похоже на то, как маленькие дети катаются на самокатах сегодня. Но знаешь что? Эта машина ехала со скоростью 15 километров в час. Для 1817 года это было невероятно быстро. Люди смотрели на барона и не верили своим глазам. Богатые молодые мужчины быстро захотели такую же машину. И дрезина, так ее называли, стала модной в Европе. Правда, ездить на ней было неудобно. Ноги устают, когда все время отталкиваешься от земли. Нужно было что-то придумать. И в 1860-х годах французские мастера придумали педали. Они прикрепили их прямо к переднему колесу. Теперь ноги не касаются земли. Ты просто крутишь педали и едешь. Казалось бы, отличное изобретение. Но была одна большая проблема. Колеса тогда делали из дерева или металла, а дороги были очень плохими, с ямами, камнями, корнями деревьев. Представь, каждая яма– это сильный удар прямо через колесо в твое тело. Тело буквально тряслось, поэтому этот велосипед получил смешное прозвище– «Костотряс». Звучит неприятно, правда? Но люди все равно ездили. Это было ново и интересно. Потом появился пенни-фартинг– велосипед с огромным передним колесом. Диаметр этого колеса был больше метра. Зачем такое большое? Педали были прикреплены к переднему колесу. Чем больше колесо, тем дальше едешь за один оборот педалей. Значит, быстрее. На пенни-фартинге можно было ехать 30 км в час. Это много даже по сегодняшним меркам для обычного велосипеда. Но было одно «но». Сиденье находилось очень высоко, почти 2 метра над землей. Если падаешь, летишь головой вниз. Опасно. Падение с пенни-фартинга– это серьезная травма. Ездить на таком велосипеде могли только молодые и смелые мужчины. Женщины и пожилые люди даже не пробовали. Это явно был транспорт не для всех. Все изменилось в 1885 году. Английский изобретатель Джон Кемп Стерли
Сделал велосипед, который назвал ровер, скиталец. Два колеса одинакового размера, педали в центре. Цепь соединяет педали и заднее колесо. Руль спереди. Звучит знакомо? Конечно. Это почти тот же велосипед, который ты видишь сегодня на улице. Теперь сиденье было низко. Если падаешь, то не так страшно. Этот велосипед назвали безопасным, и он быстро стал популярным у всех. А через 3 года, в 1888 году, шотландский врач Джон Данлоп придумал пневматическую шину. Это шина из резины с воздухом внутри. Мягкую. Ехать стало намного приятней. Ямы на дороге больше не были такой проблемой. Это изобретение мы используем до сих пор. И в велосипедах, и в автомобилях. После этого велосипед стал доступен для всех. Цены упали, производство выросло. Купить велосипед мог уже не только богатый человек. И тут произошло кое-что неожиданное. Велосипед изменил жизнь женщин. В XIX веке женщины носили длинные тяжелые юбки. В них трудно ходить, и уехать далеко одной было почти невозможно. Но на велосипеде в такой юбке не поедешь. Женщины начали носить более удобную одежду. И главное, они получили свободу движения. Теперь женщина могла ехать куда хочет, без чьей-либо помощи. Одна, самостоятельно. Историки говорят, что велосипед стал маленькой, но важной ступенью к равноправию женщин. Кто мог подумать, что два колеса изменят историю? Рабочие люди тоже оценили велосипед. Раньше нужно было жить близко к работе. Далеко пешком не уйдешь. Велосипед изменил это. Теперь можно было жить в одном районе, а работать в другом. Города начали расти по-новому. Появились целые рабочие кварталы, которые раньше были бы слишком далеко. В 20 веке велосипед продолжал удивлять. Его использовали в армии. Солдаты на велосипедах двигались быстро и не нуждались в бензине или лошадях. В обеих мировых войнах велосипедные отряды были во многих армиях. Японские солдаты во Вторую мировую войну использовали велосипеды в джунглях. Это было неожиданно и эффективно. В начале века появились первые большие велогонки. Самая знаменитая Тур де Франс стартовала в 1903 году. Спортсмены едут тысячи километров по дорогам Франции за 3 недели. Это невероятно тяжело. Гонщики едут в гору, под дождем, в жару, каждый день. Сегодня миллионы людей смотрят эту гонку по телевизору и в интернете. А велоспорт стал олимпийским видом еще в 1896 году на самых первых Олимпийских играх в Афинах. Посмотри, как по-разному относятся к велосипеду в разных странах. В Нидерландах велосипед – это не хобби, а образ жизни. В Амстердаме велосипедов больше, чем людей. Там есть специальные велосипедные дороги, велосипедные светофоры, велосипедные парковки на 1000 мест. Люди едут на работу в костюме и галстуке на велосипеде, едут на свидание на велосипеде, везут детей в школу на велосипеде. Это норма, это удобно, это быстро. В Китае в 1980-е годы велосипед был главным транспортом для сотен миллионов людей. Улицы китайских городов были похожи на реки из велосипедов. Потом пришли автомобили, и велосипедов стало меньше. Но сейчас Китай снова возвращается к велосипеду, теперь электрическому. В Дании, в Копенгагене, больше половины жителей каждый день едут на работу на велосипеде, даже зимой, даже когда идет снег. Датчане говорят, плохой погоды нет, есть плохая одежда. Потом появились новые виды велосипедов. В 1970-х годах в Калифорнии молодые люди захотели ехать не по дорогам, а по горным тропам. Они брали старые велосипеды, меняли шины на толстые и ехали в горы. Падали, чинили, снова ехали. Так родился горный велосипед. Прочный, с толстыми шинами и надежными тормозами. Сегодня горный велосипед – один из самых популярных в мире.
Появились легкие шоссейные велосипеды для скорости, маленькие BMX для трюков и прыжков, удобные складные велосипеды, которые можно взять в метро или в автобус. Сейчас мы живем в эпоху электрических велосипедов. У такого велосипеда есть маленький мотор и батарея. Когда крутишь педали, мотор помогает тебе. Едешь в гору, мотор помогает. Дует сильный ветер, мотор помогает. Не хочешь приехать на работу потным, мотор поможет. Электровелосипеды стали очень популярны в последние годы. В Нидерландах и в Германии больше половины новых велосипедов уже электрические. Пожилые люди, которые раньше не могли ездить из-за здоровья, снова садятся на велосипед. Это здорово. Во многих городах мира сейчас работает прокат велосипедов. В Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Москве везде стоят велосипеды, которые можно взять через телефон. Доехал куда нужно и оставил велосипед. Не нужно покупать, хранить или ремонтировать. Просто бери и езди. Почему велосипед так популярен сегодня? Причин много. Во-первых, это полезно для здоровья. Велосипед тренирует сердце, легкие, мышцы. При этом суставы не страдают. Это мягче, чем бег. Врачи советуют двигаться каждую неделю, и велосипед отлично подходит для этого. Во-вторых, это хорошо для природы. Велосипед не использует бензин и не загрязняет воздух. В мире, где экология становится все важнее, это очень важно. Поэтому города строят все больше велодорожек и хотят, чтобы люди пересаживались с машин на велосипеды. Что будет дальше? Велосипеды будут становиться умнее. Уже сейчас есть велосипеды с навигатором, датчиками скорости и даже с подключением к телефону. Электровелосипеды будут ехать дальше на одном заряде. Города будут строить больше велодорожек. Может быть, в будущем в твоем городе велосипед станет главным транспортом, как это уже происходит в Амстердаме, где велосипедов больше, чем людей. Подумай об этом. Велосипед появился чуть больше 200 лет назад, как деревянная машина без педалей. Сегодня это умный электрический транспорт, олимпийский вид спорта и символ экологичной жизни. Он изменил моду, помог женщинам обрести свободу, объединил миллионы спортсменов и просто сделал жизнь людей лучше. Два колеса. Простая идея. Огромная история. Пока, мой друг. До новой встречи. Продолжай учить язык, и у тебя все получится.